Ваша электрическая мясорубка перестала крутить мясо спустя 5, 7, либо 10 лет, и вы не знаете, что с этим делать, не хотите покупать новые ножи, либо отдавать на заточку, а мясорубка вам дорога, и в принципе это ваша помощница по хозяйству, сейчас мы разберемся, как же ее наточить до бритвенной остроты. Погнали! Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Мы уже с десяток раз тестировали разные методы заточки мясорубки механической. Один раз пробовали заточить электрическую, ничего не получилось, камень сломался, и в принципе мы это дело забросили. Сегодня мы решили заточить нашу электрическую мясорубку. Она у нас есть, да, представляете, мы не крутим механической, крутим вот такой вот электрической. Кстати сказать, произведена она 23.12.2015. На секундочку, сейчас уже 2024. Мясорубка слегка поизносилась, крутится она мясо еще довольно-таки неплохо, но тем не менее жилистые кусочки уже немножко и наматывает. Вот такая вот мясорубка, самая-самая наипростейшая, самая обычная, ничего в ней сверхъестественного нету. Обычный шнек-нож. Здесь стоит шайбочка уже заводская, но она тоже уже немножко подстерлась. Смотрите, какая тоненькая стала. Все это самым обычным способом собирается. И самые обычные, даже советские ножи сюда можно поставить. Здесь вот такой вот нож, штамповка, грубо говоря, с этой стороны ничего не точится. Можно заточить его только вот эту сторону. Даже при ближайшем рассмотрении мы видим, что здесь никаких заточных сторон нет. Также у нас присутствует и решетка, вот такая вот меленькая. Что мы с вами делаем? Берем, слегка смачиваем нашу наждачку, вот прям вот так вот рукой, ничего страшного. Плоскость нам нужна, конечно же, ровная. У нас идеально ровный стеклянный стол из каленого стекла. То есть никакого зеркала мы с вами использовать не будем. И теперь нам необходимо выбрать, какую сторону мы с вами будем точить. Вот на этой стороне всю жизнь машинка проработала. Соответственно, здесь нож уже притерся. Берем другую сторону и запоминаем ее. То есть теперь с нынешнего момента мы всегда будем устанавливать нож на эту сторону. Вот таким вот образом. Не сюда, а вот сюда. Всегда. Все, берем решетку и начинаем точить. Точим круговыми волнообразными движениями по виду восьмерки. С учетом того, что это новые мясорубки, ножи здесь довольно-таки каленые, точнее решетки, а вот ножи уже послабее. Решетку мы с вами чуть-чуть, прям немножечко обновим, сильно ее точить не будем. Так же, как и нож. И попробуем, что у нас из этого произойдет. Сразу точим на 800, не будем использовать 400, не надо нам ничего тут сдирать лишний слой и царапать. 800 самое то. И на финише будем использовать обычный тысячный камень для ножей. Слегка вот так вот обновили, посмотрите, вот разница, да? Вот. И вот здесь вот. Абсолютно чистенькая решеточка. Все, вот в таком состоянии мы ее пока отложим. И берем наш нож. Вот такой вот. Уже много царапин в нем. Берем. И тоже так же аккуратненько, сильно не нажимая, вот так вот елозим. Восьмерочкой. Вот так поелозили, пальцы переставили. Вот так поелозили. По минутке на каждый из ножей будет вполне достаточно. Посмотрите, полирнули, можно сказать, ножик от лишних царапинок. Посмотрите, какая красота получилась. Все. Наждачку теперь убираем. И то же самое делаем на камне. Камень был слегка замочен в воде, так что воду мы сюда уже добавлять не будем. Вот таким вот образом точнули. Также слегка. Идеально. Просто замотовалась немножечко поверхность. Это то, что нам нужно. И посмотрите еще, какой совет я вам дам. То есть, если вы устанавливаете нож в мясорубку, ставите сюда же сетку. И даже вот так вот пальцами вы можете слегка придавить и посмотреть, шатается ли ваш шнек. То есть, если шнек ни в коем случае не шатается, даже при легком давлении, то все замечательно, данный способ вам подойдет. Если он болтается, грубо говоря, вот так, то ни о какой заточке здесь уже речи нет. Здесь нужна новая шайба, либо новый шнек. Хочу заметить, что ей уже 9 лет, и впервые мы ее с вами заточили, вместе с вами.
Вот такое вот мясо будем перекручивать, как вы говорили, не надо брать курицу. Вот такие вот куски, свинина с жилками. Вот, специально брали с пленкой, чтобы было видно, что пленки она перекручивает. Но сейчас заодно и проверим, перекручивает или нет. Все. Ставим мясо, включаем мясорубку и пробуем. Смотрите, вот такие вот куски. Вот такие. Вот такие с пленками. Данный метод вполне рабочий, использовать на электрических мясорубках, я думаю, вполне себе можно, если она у вас старая и уже не крутит, то есть вы точно ничего не испортите, как и мы. Мясорубка начала крутить идеально, все, что нужно, она перекрутила, еще 9 лет прослужит. Вот такой вот интересный способ. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. А в закрепленном видео ты увидишь, как наточить ножи для мясорубки механической. Лучший способ из всех 10. Пока!